Знакомьтесь, это питбуль-терьер Патрик и его невероятная история спасения. В таком ужасающем состоянии его нашел обслуживающий персонал в нижней части мусоропровода жилого дома в городе Клифтон, штат Нью-Джерси. Собака находилась в мешке для мусора. Хозяйка выбросила его в мусоропровод с 19-го этажа. Его немедленно доставили в ветеринарную клинику. Врачи думали, что пес мертв, но внезапно он ожил. Бедняга весил всего 8,5 килограмм вместо необходимых 23. Пес оголодал настолько, что не то что ходить, даже стоять не мог. Он был очень слаб. Персонал больницы утверждал, что это был один из самых тяжелых случаев, которые они когда-либо видели. Тело выглядело безжизненным, двигались только его веки. Пес был настолько истощен, что остались только кожа и кости. Когда Патрика доставили в лечебницу, специалисты сомневались, что он протянет до утра. Ветеринары-энтузиасты взялись выхаживать пса, который получил имя Патрик, потому что был найден накануне Дня Святого Патрика. Поначалу бедный песик не мог даже самостоятельно питаться, приходилось кормить его через зонд. Также в его желудке обнаружили огромный комок шерсти, который нужно было удалить. Переливание крови, специальная диета и физическая терапия помогли ему восстановиться. Патрик боролся, и каждый прожитый день становился победой. Он постепенно набирал вес. Это был экстремальный случай человеческой жестокости. Позже удалось установить того, кто так ужасно поступил с Патриком. Это оказалась теперь уже бывшая его хозяйка, 28-летняя Киша Кертис. В ответ на обвинение в жестоком обращении с животными, она заявила, что всего лишь оставила пса в холле своего этажа, надеясь, что его кто-нибудь будет подкармливать, так как она не могла взять его с собой в автобусную поездку в другой город, куда ей надо было уехать. Однако охранник дома сообщил, по его словам, Кертис дважды до этого случая оставляла собаку без присмотра в холле, прежде чем сбросить в мусоропровод. Питбуль Патрик стал жертвой банального зла. Он просто надоел своей хозяйке, стал не нужен, как она объяснила, ей якобы надоели эти бесконечные выгулы и кормежки. Поэтому она уехала на несколько недель из дому, а собаку оставила привязанной в холле. Когда вернулась, то обнаружила иссохший скелет. Она положила его в полиэтиленовый мешок и сбросила в мусоропровод, а пес оказался еще жив. Ей присудили $1000 штрафа или 6 месяцев тюрьмы по выбору. Общественность сочла наказание недостаточным. Кертис еще долго получала угрозы на своей страничке в соцсети. Всем было понятно, что вряд ли она понимает степень своей вины. Патрик сегодня весел, здоров, счастлив и очень любим новым хозяином. Администратор госпиталя забрал Патрика домой. Теперь он живет в любящей семье. Многочисленные тестирования и время доказали, злости по отношению к людям в нем не осталось. Благодаря добрым людям Патрик теперь живет и радуется жизни. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий. Всем пока!